предыдущей серии мы познакомились с родителями Рандольфа и узнали историю зачатия нашего младенца. Рандольф рос крепким малышом и по развитию обгонял младенцев своего возраста. Наш дедушка, как и дал обещание деревне, так и трудился в поте лица. Рейда и Матиас услышали где-то, что в соседний город приехал знатный торговец, который интересовал любой товар из здешней местности. Мать нашего героя наткала много тканей и захотела удачно продать свои изделия. Утром Матиас собрал повозку со своим товаром, и они двинулись в путь. Начало смеркаться, и, к счастью, на горизонте показались огни какой-то деревни, в которой Матиас надеялся переночевать. Попросились в ближайший дом с мольбой о ночлеге, а в качестве оплаты предложили пару выкованных подков. Хозяева радушно приняли гостей, пригласили к столу, ломившегося от изобилия пищи. Матиас и Рейда не ели полдня и стали с жадностью поглощать яство. Наевшись до отвала, супругам стало почему-то не очень хорошо, и они с ужасом поняли, что попали в лапы местных мародеров. Пища оказалась отравленной. Родители Рандольфа скончались, так и не доехав до нужного города. Мародеры в дальнейшем продали весь товар покойников тому самому торговцу. Рандольф-старший смирился с пропажей родных. Он знал, что их осенила дурная мысль, они не послушали его уговоров и сгинули. Так нашему дедушке пришлось стать родителем для Рандольфа. И у мальчика кончилось беззаботное детство. Дни напролет проходили в кузнице. Рандольф рос и помогал деду. Он стал его подмастерьем. Однажды, когда у Рандольфа-старшего стало худо со здоровьем, он приготовил отвар из трав и поставил кружку с целебным зельем подле наковальни. В это время шла усердная работа упаковки изделия, и случайно приготовленный отвар пролился на раскаленную часть топора. Никто этому не придал значения, раскалили железо и заново принялись дальше за работу. На следующий день кузнецы отдали свою работу заказчику. А уже через неделю тот же самый лесоруб, который заказывал топор, пришел к ним и просил сделать ему точно такой же топор. Ремесленники выполнили заказ и вручили ему. Но не удовлетворился дровосек и стал требовать свои деньги обратно. Кузнец, соответственно, отдал деньги, а вечером с обидой решил зайти в таверну. В беседе с постояльцами заведения Рандольф-старший узнал, что лесоруб хвастался своим колуном. Он рассказывал, будто его топор срубает деревья начисто и не тупится. Кузнец снова сделал лечебное зелье и обдал им уже раскаленный меч. Позже меч остыл, и старик понял, что каким-то странным образом металл стал в разы прочнее. Вскоре молва о ремесленнике разошлась по многим деревням, с которых приезжали люди с заказами. И Рандольф-старший после 2 лет усердной работы принял решение, что он должен переехать в город вместе со своим внуком. Он знал, что там без работы он точно не останется, да еще с его знаниями о свойствах металла. Город принял с распростертыми объятиями нашего ремесленника, так как предыдущий кузнец по непонятным причинам сгинул. Через некоторое время молва о новом кузнеце Родаке разошлась за пределы королевства и пронеслась по всей Кальраде. Так у наших работников началась городская жизнь, требующая еще больших усилий в их нелегком деле. Как-то вечером кузнец возвращался с работы. На одной из улиц к нему подошел незнакомец и попросил об услуге, за которую обещал много заплатить. Рандольф-старший внимательно выслушал незнакомца, тот просил его выковать доспехи из знатного металла. Вскоре из разговора кузнец понял, что этот заказчик из враждебного государства, с которым Родаки воюют не одну дюжину лет. Ремесленник отказался от столь заманчивого предложения, так как был полностью предан королю. На следующий день в кузницу прибыл гонец от короля и известил о желании правителя видеть кузнеца у себя во дворце. Рандольф-старший был не в негодовании. Неужели в случайном разговоре прознал король? Но ничего не оставалось, как сесть в подъехавшую повозку и взять внука с собой. Дорога была долгая, очень много вариантов беседы прокрутил у себя в голове взволнованный кузнец, от которых еще было хуже. И наконец настал час беседы с королем, который так боялся Рандольф-старший. Но такого приема кузнец не ожидал. Король встретил их и представил его к награде и заверил, что выполнит любое его желание, только если
Кузнец будет работать в королевской кузнице. Кузнец попросил о единственном желании, чтобы его внука приняли на службу королю, на что правитель ответил согласием. Так, по воле Господа, наш Рандаль был принят на службу королю. И началось обучение военному делу, теория и практика войны. Но это уже совсем другая история, которую вы услышите в следующем видео. Спасибо за просмотр. Пока.